Всем привет-привет! Всем прекрасной пятницы! Сегодня мы с вами сделаем расклад на тему, что ваше подсознание скажет о вас. Правильнее, конечно же, всегда говорить не подсознание, а бессознательное. То есть это та область нашего мозга, скорее всего, состояние, которое мы не осознаем, потому что подсознание на самом деле по объемам, по масштабам, по емкости, по информативности, если так можно сказать, да. И если можно было бы сравнивать, то оно, конечно же, намного больше, чем наше сознание. Поэтому приставка «под» всегда показывает, что что-то находится под чем-то, да, то есть как второстепенное, есть более главенствующее. Поэтому в таком понятии, конечно же, подсознание не совсем верно использовать как термин. Скорее всего, наша неосознанная часть. Вот. Но для понимания, просто знаете, есть правильные формулировки, а есть привычные формулировки. Так вот, подсознание – это одна из привычных и понятных многим формулировок. Вот. Попробуем посмотреть, что нам скажет, да, о нас самих, та часть нас, которую мы не осознаем. Позиции видите перед собой, и мы сразу приступим. Итак, позиция номер 1, голубенький камешек. Единички, что ваше подсознание скажет о вас? Что скажет о вас? Ну, наверное, оно скажет то, что вы находитесь в такой достаточно неустойчивой позиции на данном этапе, когда нужно определиться с какими-то новыми начинаниями касательно ваших умений, касательно ваших навыков, касательно вообще того, чего вы уже достигли на данном этапе. Возможно, это касается профессиональной сферы, может быть, это касается вашей обыденности, рутины. То есть здесь есть шанс что-то изменить, да, привнести какие-то новые идеи, возможно, новые желания, амбиции. И велика вероятность того, что вы сейчас стоите на пороге именно каких-то изменений, на пороге каких-то перемен. То есть почва сейчас под вашими ногами, она нестабильная, что-то меняется. А поскольку это неосознанная часть нас, то мы и не осознаем то, что какие-то перемены происходят в нашей жизни. Что за перемены происходят в нашей жизни? Ну вот оно и вышло, да, наше бессознательное. Что за перемены? Пока непонятно. А пока непонятно, неизвестно, вот это что-то такое туманное, интуитивно, вот вы это ощущаете, да, что либо вы растете, либо что-то новое должно войти в вашу жизнь, да, либо идет какое-то предвкушение, что вот-вот что-то изменится, что вот-вот что-то новое появится на горизонте. Но что это конкретно, пока сказать здесь достаточно сложно. Есть пока общее ощущение эмоционального состояния болота, что куда-то вас затягивает, возможно, вас затягивает рутина, обыденность, и для многих есть какое-то такое желание, что вот хочется. Здесь не только, скорее всего, я бы сказала, что здесь не перемен как таковых хочется, а чего-то такого нового. Может быть, какие-то новшества, может быть, какие-то новые впечатления, новые картинки. Здесь движение, да, хотелось бы. Возможно, реализация каких-то ваших идей, да? Возможно, мысли о том, что вот хотелось бы нового вдохновения, нового рывка, нового движения, но не полностью. Здесь не о том, чтобы вот кардинально ваша жизнь изменилась, а лишь какие-то штрихи добавились новые и придали новых оттенков той картине, которая уже есть на данном этапе. Но по Луне могу сказать, что сейчас вот либо такая, знаете, стабильность, которая вас уже достала, вот, и она приелась, замылился глаз, и не видно ничего нового. Особенно если это касается профессиональной сферы, то это так достаточно неприятный момент, я бы так сказала. Почему? Потому что, особенно если вы работаете на себя,
то здесь хотелось бы как-то, вот, не знаю, большее количество клиентов, да, либо больше как-то доходов. То есть вот какая-то, знаете, рутина, однобокость, рутина, и она уже приелась. А если вы работаете на наемной работе, то же самое. Плюс всего, ко всему, мне еще идет такая, знаете, сонливость. Ощущается некая такая сонливость, что вы... Либо здесь могут быть проблемы с эндокринной системой, хорошо было бы проверить гормоны, либо здесь вот какое-то такое, знаете... Мне еще хочется сказать, вот кому-то, опять же таки, вот то, что я говорю, когда такие моменты, да, касательно здоровья, психосоматики, ясно дело, что это не для всех. На всякий случай напоминаю, что это общий расклад, вот, потому что люди всегда забывают, каждый раз напоминаю, и люди забывают, что это общий расклад, и это я говорю не про вас, ну, вот прям не конкретно про человека, который слушает, это общая информация. Тем более, когда я затрагиваю психосоматику. Здесь такое ощущение, что вот у кого-то мерзнут руки-ноги, это показатель либо вопроса с давлением, с сердцем. Я бы сказала, что здесь нужно проверить сердце. Почему? Потому что вот у меня такое ощущение, что кончики ног и ну вот, пальцы рук и ног как будто бы мерзнут. Может быть, у кого-то уже наступает такой прохладный период времени, вот, холода, может быть, да, и вот вы мерзнете, либо действительно есть какая-то проблема с циркуляцией, либо у вас сидячий образ жизни, и вы мало двигаетесь, и в таком случае лимфе необходимо движение, подвижность. Почему? Потому что кровь у нас гоняет сердце, а у лимфы нету органа, который бы гонял лимфу, и она активизируется достаточно сильно, мощно при движении человека. Вот здесь такое ощущение, что вот что-то с этим связано. Отсюда вот, не знаю, мне хочется сказать, вот сердце, да, и, не знаю, сонливость какая-то мне идет. Вот, на это нужно обратить внимание. Что еще хочет сказать вам ваше бессознательное, да, что вот нужно, во-первых, нужно очистить организм. Возможно, есть какая-то токсичность здесь присутствует. Хорошо было бы, да? Угу. Хорошо было бы очистить, прояснить какие-то моменты, да, может быть, анализы нужно сдать. Это один момент. Второй момент, что хочу сказать, обратить внимание на ваши мысли. То есть где-то ваши мысли затуманиваются. Возможно, вы периодически впадаете в низкие вибрации под воздействием того, что происходит в мире, да, либо какой-то вот негативной информации, вы падаете. Хочется сказать, падаете духом, поэтому здесь вот как будто бы необходимо контролировать свои мысли, очистить, обратить на них внимание. Ну и также пришло время, опять же таки, это туда, в контекст очищения, да, очистить свои какие-то убеждения. То есть здесь нужно обратить внимание, они как будто бы устарелые, они не нужны. Это, знаете, как какой-то вот отросток, который уже засох, ну бывает тогда, допустим, у деревьев или у растений, толку от него никакого нету. Вот, это какой-то вот кусочек, и надо его отрезать, да, чтобы вот, хочется сказать, как будто бы рана зажила. Мне еще, знаете, здесь, опять же, не знаю почему, я не люблю говорить медицину, но мне просто идут такие моменты, вот я не могу их не сказать. Здесь, возможно, у кого-то косметологические какие-то вмешательства будут, не знаю, полипы какие-то, причем родинки, знаете как, есть родинки какие-то такие вот, знаете, плоские, вот прям в коже, а есть они какие-то, я не знаю, как они называются, они как выпуклые, у них ножка есть, потому что мне вот здесь вот показывает, что вот какой-то вот отросток на ножке, да, что вот хочется его отрезать, не знаю почему, не спрашивайте, вот идет как идет, так и я и говорю. Опять же, точно, ясное дело, думаю, вы понимаете, да, что это не всем подходит. Вот. А так здесь подсказка идет о том, что какие-то мысли, устаревшие программы, они сейчас будут очищаться. Причем очищение какое-то, вот этап сейчас какой будет, да, он такой достаточно сложноватый в контексте ощущение вот именно какой-то трансформации, то есть вот всплывет то, что было
сказала, всплывет, и вспомнила про ретроградный Меркурий. Что-то старое, что вот когда-то вы, я не знаю, либо проживали, либо это вот было в вашей жизни. И оно сейчас всплывет на поверхность с целью, чтобы вы это очистили, убрали. Убрали свои памяти, убрали... Это не обиды, это не эмоции, это вот какие-то ситуации уже завершенные. Но они всплывают для того, чтобы очистить. Либо это какие-то программы старые, устаревшие. То есть здесь как вот... Я не знаю, как очищение идет. Такое чувство, что вот тело человека как будто бы грязное, да, не знаю, может быть, вы из душа вышли. И вот как будто бы смывается, если особенно, знаете, под душем стоишь и физически ты его очищаешь, а ментально, эмоционально, да, есть практика визуализации, когда ты, стоя под душем, да, ты видишь, как вот прям смываются твои негативные мысли, твои негативные эмоции, и представляешь вот прям визуально, что вот это вот как грязь, да, она вот прям смывается и уходит, прям вот визуально это заметно, да, вот все, что накопилось, после этого идет вот какой-то процесс очищения. Какую-то такую мне картинку здесь показывает. Что еще хочу сказать ваше бессознательное о вас, да, что вам нужно очистить, хочется сказать, вот прям срочно, да, срочно очистите свой мозг, срочно очистите свой разум. То есть здесь вот прям необходимость почистить свои мысли, почистить свои какие-то убеждения. Что-то вы здесь погрязли. Возможно, прям это колода пахнет каким-то ароматом. Не могу понять, чем. Здесь необходимо очистить от... Как-то вот свое сознание... почистить. Здесь должны подняться вибрации. Вибрации не поднимаются сами по себе. Здесь вот прям как будто бы помощь нужна. У меня такое чувство, что либо вы попали в какое-то пространство, где очень много каких-то вот земных понятий, каких-то вот... Что-то обременяет людей вокруг вас, и вы это слушаете, и напрямую это к вам не имеет никакого отношения, но косвенно, находясь в пространстве, где вы слышите какую-то вот низковибрационную информацию, эти слова, вы их как-то впитываете неосознанно. И вот здесь вот подсказка идет о том, что фильтруйте тех людей, либо ту информацию, которая есть вокруг вас. Она напрямую вас не касается. Но косвенно, слыша какие-то негативные слова, они имеют на вас влияние. И вот вы знаете, вы не взаимодействуете, здесь может быть как... Мне показывают, как человек, который стоит в очереди, да, и он слышит, может быть, там на кассе кто-то ругается, либо там мама ругает своего ребенка, либо еще что-то. Ну, то есть, как будто бы, знаете, вот напрямую к вам не имеет никакого отношения, но вы косвенно соприкасаетесь с какими-то словами. Эти слова негативного порядка, они каким-то образом влияют на вас. И вот здесь вот, как, знаете, как фильтр, который накопил... какое-то очищение было, да, через этот фильтр много-много всякой информации проходилось, и вот фильтр нужно уже поменять. Этот фильтр нужно поменять, потому что, ну, либо его помыть, почистить, вот он уже загрязненный, да, то есть он уже не фильтрует, он просто блокирует информацию. Вот здесь вот как будто бы в голове своей, да, надо сфокусироваться на том, чтобы вот как-то очистить свое ментальное поле. Может быть, вы очень много информации собрали, и здесь может быть, во-первых, ненужная информация, во-вторых, очень много знаете и мало из этого используете. Поэтому, опять-таки, собирается как мусор, даже если это полезная информация. Дальше здесь может быть... Ой, не знаю, какие-то сплетни здесь идут, вот что-то вот такое вот слышите, это вам и не нравится, но вот как будто бы все равно вы краем уха, это ваш локатор это славливает. Вот здесь надо чистить, здесь... Я не знаю, какие-то практики нужно использовать, визуализации, да, очищения, вот, и разгрузить как-то, вот разгрузить свою голову. Может быть, есть какие-то дела, которые нужно завершить, да, гельшальты надо завершить.
Если есть возможность что-то выписать, да, может быть, держите много в своей голове. Если есть возможность что-то выписать на бумагу, выпишите. То есть здесь голова должна очиститься. Причем здесь на основе вот этого вот внешнего какого-то влияния на вас вы неправильно оцениваете ситуацию, впадаете вот в какую-то иллюзорность. То есть здесь какие-то такие моменты, когда с одной стороны нужно очищение, с другой стороны вам говорят о том, что что-то должно войти в вашу жизнь, либо вы хотите, чтобы вошло в вашу жизнь. Но, в общем, здесь акцент на очищение. Я просто хочу спросить, для чего вам очищать свой ментальный план? Потому что очень много иллюзий. Здесь знаете как? Вот эти мысли, которые крутятся у вас в голове, они негативно влияют на ваше состояние, да, то есть вы начинаете придумывать того, чего нет, вы начинаете накручивать себя того, чего и придумывать того, чего нет, дорисовывать, додумывать. Плюс ко всему семерка кубков у нас все время говорит о затуманенности нашего разума эмоциями, и как следствие начинаете проживать какие-то негативные состояния. То есть все начинается с тех слов, с той мысли, да, то, что говорится, сначала было слово. И вот это вот здесь вот это вот слово, да, оно очень сильно влияет на вас и влияет на ваше состояние, влияет на ваши воды, да, то есть как будто бы вот те 70% воды, которые есть внутри нас, они программируются негативно. Вот просто обращайте внимание на эти вибрации негативные, то есть те слова, которые вы слышите, либо это какие-то убеждения негативные, либо то, что во что вы верите, немножко через негатив, либо вы упали духом, это тоже негатив. Вот прям, не знаю, разгрузите свою голову, вот прям мне очень-очень тяжело сейчас, и вот этот груз, который вы держите в голове, он как будто бы, знаете, как давит на веки, и вот такое чувство сонливости, да, то есть я хочу уснуть. Почему сонливость? Потому что во сне у нас идет перезагрузка нашего тела. Плюс ко всему память, она начинает, то есть все то, что мы накопили в течение дня, во сне оно начинает у нас обрабатываться, да, то есть что-то уходит у нас в дальнюю память, в долгосрочную память, да, а что-то полностью стирается. И вот эта вот сонливость такой показатель того, что прям очень-очень много мыслей и недостаток энергии, да, то есть с одной стороны я хочу восстановиться, тело хочет восстановиться, а с другой стороны как будто бы голова должна перезагрузиться, поэтому помогите своей голове сами, да, перезагрузите, от чего можно освободиться, причем не ментально только, а именно через действие физически, да, то есть что-то закончить, где-то навести какой-то порядок, где-то убрать пыль, где-то там сказать кому-то что-то, что вы хотели, отнести то, что вы хотели, сделать то, что вы хотели. Ну, то есть через физическое действие, да, завершить то, что вы должны были завершить. Да, вот как-то так. Это была первая позиция. Напоминаю, что вся необходимая информация о моих услугах есть под этим роликом. Да, мне сказали, что мне нужно напоминать. Я теперь буду не в начале, потому что в начале, ну, многие не слушают вступление. Буду говорить, наверное, после каждой позиции. Вся информация обо мне есть под роликом по ссылке «Мои услуги». Нажимаете, переходите и смотрите. Вот. И с сентября, те, кто не знает, я в Телеграме буду дублировать расклады, которые у меня будут на YouTube для тех, кто не может, ну, не сможет посмотреть на YouTube, у кого не грузится. Вот, так, голубой красный камешек, вторая позиция, двоечки. Что хочет сказать ваше подсознание? Напоминаю, что вся информация о моих услугах есть под этим роликом. Нажимаете «Мои услуги» и читаете все, что необходимо обо мне. И с сентября я буду дублировать ролики в Телеграм-канале с YouTube. Я его закрывать не буду, просто дублирую для тех, кто не сможет смотреть на YouTube. Так, что хочет сказать ваше подсознание, дьявол?
Вот если в первой позиции у нас тоже был какой-то залипон, то вот по второй позиции он немножко другой. Он здесь другого характера, да. Здесь как будто бы какое-то вот сопротивление идет, да, на то, чтобы что-то завершить. То есть есть какие-то внешние трудности, которые нужно преодолеть, а здесь человек упрямствует и говорит: не хочу. Все. То есть на пути, здесь не про завершение чего-то, здесь наоборот, здесь то ли открываются дороги, то ли они уже открыты, то ли вы находитесь на пороге. В общем, что-то новое готово войти в вашу жизнь, но на этом пути есть какие-то преграды, и то ли вы об этих преградах знаете, то ли вы догадываетесь, но вам их придется преодолеть. Вот, но вы не хотите, не желаете. Вот здесь как будто бы человеку дается шанс на что-то новое, да, чтобы оно вошло в его жизнь. Вот, а у человека здесь включается его упрямство, его какая-то такая, знаете, упертость, что ли. Может быть, здесь еще и тельцы проходят. Не знаю, почему тельцы, а не козероги, хотя дьявол – это козерог. Вот какая-то такая, знаете, вот упертость, какое-то такое качество упертости, и человек, который стоит на своем и говорит: нет, я не пойду. И вот здесь как будто есть какое-то предложение, вам говорят: давай, начнем, давай, вот, возьми, попробуй, или еще что-то. Человек говорит: нет, я не хочу. Вот упертость какая-то и нежелание. Не то чтобы идти в новое, вы уже в этом новом находитесь, да, то есть если визуально представлять, это не тот момент, когда мы открываем дверь и должны войти. Здесь такое ощущение, что вы уже вошли в эту дверь и закрыли за собой, за спиной дверь и готовы уже, ну, то есть вы уже вошли на новый уровень, на новый этап, закрыли за собой дверь. Все, дверь в прошлое закрыта. Но вот такое ощущение, что вы стоите, переминаетесь на пороге, и не идете дальше, вы не совершаете первый шаг. И вот вас как будто бы подталкивает: ну начни, ну давай будем двигаться. Вы: нет, не хочу. Почему? Потому что здесь какая-то вот упертость по дьяволу. А меня и так все устраивает, я ничего не хочу, говорите вы по 9 кубков, да? То есть я уже достиг, моя задача была перейти через какой-то порог, этап, открыть дверь, да, я открыла. То есть мне сказали открыть дверь, пойти в новое, я открыла, я пошла в новое и все. Закрыла за собой дверь и осталась. Не хочу, либо остался, не хочу никуда идти. Здесь дьявол держит. Вот своей какой-то упертостью, знаете, вот здесь как будто бы сопротивление, не то чтобы у вас нету сил, либо нету желания как-то двигаться, а вы как будто бы делаете все наперекор. Я, правда, не могу понять, кому наперекор, то есть по итогу, получается, вы сами себе вредите. Но такое ощущение, что вот вы кому-то наперекор, да, не знаю, как будто какой-то человек вам что-то говорит: давай это сделаем, давай, вы: нет. Знаете, как маленький ребенок, который говорит своей маме, да, она ему говорит: вот, давай я тебе это самое, завяжу шнурки на ботинках, да, либо на кроссовках. Вот ребенок говорит: нет. И ты не будешь мне завязывать, и я сам не хочу себе завязывать. Вот что-то такое. И получается, ну, бессмысленно, да, прими вот эту вот помощь, которую тебе дают. Ты же самостоятельно-то и не справляешься. А вы нет. Вот не хочу и все. Не хочу. Меня и так все устраивает. Какое-то, знаете, выражение: назло кондуктору куплю билет, пойду пешком. Вот здесь какая-то такая позиция. Возможно, показывает ваше бессознательное, что иногда вы упрямничаете без каких-то оснований. Вот в чем причина, почему такое поведение? Ну, видимо, это идет из семьи, да, какое-то вот сопротивление. То есть, знаете, это детская позиция, когда вы находитесь в аналогичных ситуациях, которые у вас были в детстве, вы как будто бы просто воспроизводите эту ситуацию, свою детскую позицию. Почему? Потому что, вот я не знаю, как будто бы вы как привыкли, здесь по дьяволу идет ваша внутренняя проекция, то есть, как это объяснить? Вы как будто бы смотрите либо на человека, с которым вы упираетесь, либо какой-то ситуации.
вот вы не на самого человека смотрите, не на саму ситуацию, а вы как будто бы проецируете что-то из своего детства, из своего прошлого. Знаете, вот что-то вас триггерит, что-то вам напомнило, либо в этом человеке, либо в этой ситуации, ваше детство. Все, ваш мозг отключился, и вы начинаете себя вести так, как вы вели себя в детстве, не осознавая. То есть какая-то программа включается, и у вас поведение именно вот такое детское. Почему вы так себя ведете? Вообще, на самом деле, это какой-то урок здесь, да, который вы должны осознать. То есть вы должны понять, что вы уже не маленький ребенок, что вообще вы никому здесь ничего не доказываете. Что вот если вы упираетесь, на самом деле вы вредите сами себе. Если вы что-то не делаете, да, то окей, это нормально, это ваш выбор, то есть нету, перед вами не стоит ни мама, ни папа, ни какой-то взрослый, там, ни бабушка, ни дедушка из вашего детства. Да, перед вами стоит абсолютно другой человек, а программа, она осталась. То есть подсвечивается тот момент, что вам эту программу надо проработать. То есть пришло время переродиться, да. То есть вот это вот прошлое, оно уже все, оно уже прошло, то есть детство прошло, осознайте это, то есть в каких-то моментах вы все равно себя еще ведете по-детски, потому что просто нету осознания, не потому что это там плохо, либо какие-то травмы есть, нет, здесь момент того, что надо как-то повзрослеть, в каких-то моментах вы все равно еще ведете себя неосознанно, причем это прошлое, это может быть еще и какие-то прошлые воплощения, это не только это воплощение. То есть так, как вы привыкли когда-то в прошлых воплощениях вести себя, вот какое-то такое поведение здесь тоже есть. Но суть заключается в том, что надо это увидеть, да? Надо подсветить себе, что вот так поступать не стоит, просто потому что вы в первую очередь идите самому себе, а не кому-то. Вот именно осознать это нужно. В чем еще здесь дьявол? Какое-то искажение, какие-то... Вот, искажение вашей силы. И вот оно, солнышко, да, детская позиция. В чем искажение силы? В том, что вы как будто бы отдаете бразды правления своей жизни другим людям, да, то есть вы не осознаете вот эту детскость, да, что с одной стороны, что у вас есть право выбора, что вы можете жить так, как вы хотите, что вы можете делать то, что вы хотите, да, что вы уже свободны. Вот такое ощущение, что что-то вас связывает здесь. Допустим, да, вы уже взрослый человек, вам уже там 40-50 лет, но все равно вы как будто бы зависимы здесь от своих, допустим, родителей, да, то есть вот там, что мама сказала, так надо сделать. И казалось бы, вы уже взрослый человек, вы можете поступать так, как вы хотите, но вот все равно вот какое-то вот это вот ощущение, да, а вдруг мама обидится, либо, а вдруг это маме не понравится, либо папе не понравится, либо там родственникам не понравится, да, то есть, допустим, взрослый человек уже, да, после 30, вот, 35, казалось бы, ну, уже взрослый человек, живи так, как ты хочешь, да, ощути вот эту вот свободу, ощути свою внутреннюю силу, освободись от каких-то программ, от того, что тебя сдерживает, от каких-то страхов, темных каких-то своих аспектов. А вы этого не осознаете, вы все равно в каких-то моментах поступаете именно по-детски. Плюс ко всему, здесь еще, помимо того, что вы поступаете по-детски, вы еще не осознаете своей внутренней силы, что ли. Как будто бы здесь не то чтобы жертва, а здесь, знаете как, здесь человек, который не совсем понимает, насколько он может влиять на свою собственную жизнь. Вот ему как будто бы кажется, что здесь только колеса фортуны не хватает, что он как будто бы вот идет на поводу у своей судьбы, у своей какой-то, я не знаю, на поводу у других людей, да, что вот как будто вы зависимы от других людей. Но это лишь убеждение. На самом деле вот вы не чувствуете своей свободы, и это вот как-то из детства идет. А то ли вам в детстве не давали вот это вот ощущение, как-то, знаете, проявить какую-то свою инициативу,
что-то попробовать сделать самостоятельно, то есть вот какой-то самостоятельности, да, независимости. У вас этого не было. И вот вы выросли, а модель еще осталась. Здесь речь та же. И здесь речь идет о том, что вот вы как будто бы не осознаете свою силу, что вам уже подвластно жить по-другому. Угу. 4 жезлов. Там, как вам захочется, так, как вам заблаговолит на ваше усмотрение. Вот вы этого не осознаете. Еще что скажет ваше подсознание вас? Ну вот, 10 пентаклей, да, что на самом деле вы можете уже выйти на другой уровень, в том числе и другой уровень заработка, да. Можете создать уже семью, если вы хотите. То есть, если вы уже взрослый человек, у вас была уже семья, вы можете создать там вторую семью, то есть второй раз попробовать. Что-то новое. Выйти на другой уровень, да, вот уже как-то, если это касается профессиональной сферы, умение передавать свой навык, да, какое-то вот свое наследие нести миру. То есть вы как будто бы не осознаете, вам кажется, я еще недостаточно повзрослела, то есть недостаточно имею опыта, недостаточно имею каких-то знаний, чтобы вот как-то отдавать в мир, да, делиться. Вы не понимаете, вот я говорю, своей какой-то силы. Вам кажется, что вы как будто бы, ну не знаю, слабые, немощные, наверное, не очень красивое слово, но по энергетике она очень здесь подходит, что вот вы слабые. На самом деле вы не очень слабый человек, и наоборот, человек с очень мощной такой силой воли и выносливости. При внешней вашей мягкости внутри вы такой, знаете, с внутренним стержнем. Но вот этот вот внутренний стержень, что я хочу донести, это то, что вот этот внутренний стержень вы не осознаете. Он у вас есть, а вы его не осознаете. И вот пришло время жить как раз-таки из этого состояния, да, вот то, как вы себя ощущаете внутри, вот этой внутренней силы, независимости, свободы, как-то вот освободиться. Здесь еще много каких-то состояний красоты. Я не знаю, это либо у вас есть какая-то зажатость, да, закомплексованность во внешности, но внутри вы, не то чтобы вот у вас красота внутри, вы прекрасны, но вот вы как будто вот эту вот красоту, либо своего внутреннего состояния, либо, может быть, даже и внешне, вы не осознаете. То есть здесь нет у вас понимания. Нету понимания внутренней красоты, которая может выражаться еще и, знаете, как свет, как радость. Вот то, что вы излучаете. Вот это вот излучение вы не во внешний мир, вы не осознаете. Так, это была вторая позиция. Очень много великих арканов выпало, да, здесь много информации, подсознания. Так, мы с вами переходим к позиции номер 3, зелененькому камешку, троечки, особенно те, кто подписался недавно. Вся необходимая информация обо мне и моих услугах есть под этим роликом по ссылке «Мои услуги». Также хочу сказать, что вот в начале сентября те, кто не может смотреть мои ролики на YouTube, они будут дублироваться в телеграм-канале. Да, то есть вы сможете там спокойно их посмотреть. Вот. И забыла сказать, конечно же, про блиц-консультации на этих выходных. Вот, в разделе «Сообщество» будет информация, что это за вопросы, как можно ко мне прийти. Итак, что ваше подсознание скажет о вас? Вы очень медленно, терпеливо идете каким-то своим новым начинанием. Знаете, как в Марвеле, да, есть этот Халк, Человек-гора. Вот вы мне почему-то образно напоминаете здесь такого человека, знаете, Человек-гора, который вот человек Земли очень медленно, не спеша, никуда не торопясь, неся вот это вот свое очень мощное, грозное какое-то такое, грузное, даже тяжеловатое в некоторых моментах тело,
несет его именно в свое будущее. Знаете, так, не спеша, размеренно, поступательно, шаг за шагом. Либо если это не картинка Халка, знаете, как лошадь Пржевальского, такая мощная рабочая лошадь. Не знаю, может быть, здесь еще какие-то породы лошадей, которые, знаете, такие вот высокие очень. И они вот как раз-таки не скакуны, а именно для каких-то сельскохозяйственных работ, да, где надо что-то тащить, вот эти вот бревна. Вот вы как-то так очень медленно двигаетесь. Возможно, это касается вашей профессиональной сферы в сторону своего будущего. Вот не торопясь, мы идем к каким-то своим целям. Почему не торопясь? Потому что вам важно накопить опыт. У вас и так уже достаточно опыта и достаточно знаний, вот, но вот этот мешок картошки, который вы взвалили на себя, и вы идете с этим мешком картошки медленно-медленно по дороге, где, не знаю, по полю, где, собирая каждый раз новую картошку, все забрасываете себе в мешок за спину. И вот вы это все тащите. Уже мешок переполнен, и вы все равно, вам важно собрать как можно больше картошки. Не знаю почему, или чего, то есть то ли вы потом будете как-то в хранилище куда-то ее отнесете, не знаю. Но вот сейчас у вас как будто бы задача собрать как можно больше плодов, как можно больше успеха, как можно больше удач. И вообще успехов. Вообще здесь такое ощущение, что вы как будто бы немножечко подзакрылись от мира, закрылись от взаимодействия с другими людьми, вы нашли как-то, знаете, здесь человек, который нашел как-то свой ритм, что ли. Вот эта вот размеренность, она не случайна. Это не потому, что вы медлительные, а потому что вот вы как-то вошли в какой-то, я не знаю, кураж, вошли в какой-то ритм. Вот вы как-то на своей волне, и вам там комфортно, вам хорошо на этой волне, вот это вот прям такое чувство, что вот вы долго до этого разбегались, да, брали разбег наоборот, а сейчас набрали обороты, и вот вы как локомотив, который встал, набрал эту скорость, и вот он движется, его ничего с пути не собьешь. Я не удивлюсь, если сейчас аркан колесницы выпадет, потому что здесь вот иду к своей цели, не замечая никаких преград, и пока мне никто не нужен, пока я вот наслаждаюсь этим процессом, каким-то вот своим успехом, причем этот успех касательно того, что опыта, да, который вы накапливаете, плюс ко всему вот вам комфортно именно в том ритме, в котором вы двигаетесь. Что еще хочет сказать ваше подсознание о вас? Иногда вас нужно немножечко подстегивать, то есть как-то вдохновлять, поддерживать, перенаправлять. Улыбаюсь, почему вспомнила мультик, если я не ошибаюсь, по-моему, про Геракла. Диснеевский мультик был, да, как они все там собрались и пошли, значит, в момент этой борьбы титанов, да, шли, значит, в сторону Олимпа, но где-то там заблудились. И кто-то из героев говорит, говорит, а Олимп в другой стране. И они, хорошо, развернулись, и вот все, и вот этой вот кучи пошли в другом направлении. Вот здесь такое ощущение, что вот вы тоже так шли, потом вам кто-то сказал, вы не туда идете, вы так, хорошо, гоп, перешли, да, на другие рельсы, и пошли по другим рельсам. То есть вот здесь по пажу жезлов такое ощущение, что вас как-то надо то ли подстегивать, то ли как-то поддерживать, вдохновлять. Здесь как все время зажигать надо. Вот вы как искра вспыхнули, но смотрите по сторонам, кто-то смотрит или нет. Если смотрит, наблюдает, значит, я превращусь потом в пламя, в огонек и в пламя. Если никто не смотрит, потухли, потом опять вас надо. То есть вот здесь
как-то все время надо раздувать ваш интерес, раздувать ваши идеи. То есть все время вас поддерживать, все время говорить какие-то приятные слова, может быть, даже и лестные, да, то есть здесь вот как ощущение такое, как знак зодиака Льва, что вот не то чтобы в вашем окружении должны быть лицемеры, нет, а вот, знаете, как будто бы должна быть какая-то команда, которая все время вам будет как-то напоминать, в чем цель вашего действия, да, либо какое видение у вашей, например, компании, организации, то есть ради чего вообще все делается, да, то есть ради какой миссии, ради какой задачи. Вот все время какое-то вот напоминание, потому что вы такое чувство, что вот как-то заработались и вообще забыли, ради чего вы это все делаете, ради чего вы вкладываете свои усилия. То есть вот ваше бессознательное про это говорит, что все время должен быть либо какой-то человек рядом с вами, который будет вам напоминать то, куда вы должны двигаться, да, либо как-то, очень говорить о вас позитивные, лестные слова, приятные вам, чтобы вот тем самым вас вдохновить на дальнейшее движение. На самом деле, периодически не забывайте, пожалуйста, отдыхать. Почему? Потому что туз кубков говорит о состояниях, да, то есть вам вот не хватает расслабления. Здесь вот, почему я сказала про Халка, да, потому что вот, я не знаю, такое ощущение, вот как дерево какое-то, очень высокое, как дуб такой, знаете, вот тяжелое какое-то такое дерево, но иногда, если его не поливать, оно засыхает. Вот здесь ощущение того, что вы периодически зарабатываетесь, вот прям замотались, заработались, прям очень-очень много работы, и как будто бы не хватает каких-то ноток, вот как воды не хватает, чтобы полить это дерево. Может быть, у кого-то есть растение, которое нужно полить. Да, обратите на это внимание, может быть, земля сухая. Здесь как-то вот подпитывать чувствами себя необходимо. Не забывайте, что здесь какая-то закостенелость идет, да, здесь необходима гибкость, необходима мягкость. Вот, может быть, обратите на себя внимание, либо запишите себя на видео и посмотрите на ваши движения. Они какие-то угловатые. То есть вот как будто бы не хватает плавности, не хватает вот этой вот тягучести, мягкости в движениях. Я не думаю, что здесь женщина, которая похожа на мужчин, а вот просто знаете, как человек устал, заработался, и у меня такое здесь ощущение, что вот как будто бы, не знаю, то ли давно в театре не был, то ли давно не был вот где-то в музеях, да, то есть как-то соприкоснуться с искусством. Вот у меня такое ощущение, что вот вы прям пойдете в это место и насладитесь, получите прям удовольствие такое вот душевное и поблагодарите потом себя за это действие. Почему? Потому что такое прям опять чувство, что как будто бы вы забыли о себе, забыли о своих состояниях. Ну вот я говорю, здесь чувство заработался человек. А так вот вы как будто бы приближаетесь к прекрасному, и к искусству, к чему-то такому, и вдохновению, и, не знаю, как состояние любви, состояние творчества какого-то, да, что такое художественное, вот прям, может быть, это балет, да, то есть это не какие-то там танцы народные, либо на шесте, а современные, а это вот прям, не знаю, почему-то мне идет классика, да, то есть это вот прям как будто бы балет. Может быть, давно не были на балете. Либо это что-то, что связано, например, там с ведами, там йога или еще что-то. Вот там, где есть какая-то плавность, гибкость, изящество. Здесь какое-то тело, оно такое очень мягкое. И вот у меня даже еще, знаете, такое чувство здесь, что вот здесь не то чтобы
недостаток секса, а здесь вот прям вот этого, знаете, нежности, вот как тантрический секс, без прикосновений, но при этом что-то, что воодушевляет, прям возбуждает, вот что-то такое, то есть как будто бы напоминание о прекрасном. Вот мне идет такое, и все, я не могу понять почему. Вот это вот, вы как будто бы забываете свою душу. Не стоит этого делать. Что еще скажет подсознание о вас? Здесь как будто бы нужно что-то в своей памяти забыть. Вот как будто время, да, нужно отпустить. Что-то нужно освободить в своей памяти. Какие-то болезненные, неприятные моменты отпустить. Вот как будто бы, знаете, простить, может быть, кого-то, да, может быть, забыть, может быть, отпустить. Если это, например, там расставания были, да, в отношениях, там прошло уже 3 года, человек все равно все помнит. Вот как-то измениться что-то должно в вашем сознании. Отпусти, не держись, не причиняй себе боль. Здесь даже, понимаете, здесь не про то, что вы себе сами раните, а про то, что вот это вот как будто бы уже, знаете, как устарело, как какой-то предмет, который устарел. Может быть, в вашем доме есть какие-то предметы, которые вы держите, я не знаю, может быть, на память, но они устарелы. Я не имею в виду фотографии. Вот, не знаю, может быть, какие-то виниловые пластинки, может быть, кассеты какие-то, диски какие-то. Вот то, что уже осталось в прошлом. Надо как-то отпустить это. Здесь вопрос не в том, что вы держите эти старые вещи, а в том, что в них есть какая-то память, которая вот, из-за которой вы не можете двинуться вперед. Здесь вот это вот нужно отпустить. Отдайте, если неприятно выбрасывать, отдайте куда-то, да, в места, где собирают, например, эти старые вещи. Либо как-то их обновить надо. Если, например, это какая-то старая мебель, то, не знаю, как-то освежить ее нужно, придать свежести, возобновить что-то. Потому что вот оно как будто бы, знаете, забирает много вашей энергии, и нету пользы от этого. Вот что такое старое? Я не знаю, что это, что же такое это старое. Старое зависшее, да? Обратите внимание, у кого-то есть часы, может, еще советского времени, где есть маятник. Вот были в союзное время у многих такие часы, большие, четырехугольные, прямоугольные, и у них там маятник внизу был. Вот у кого-то эти часы стоят. Вот либо отремонтируйте, то есть в доме не должно стоять часов, либо вам нужно отремонтировать, либо избавиться от этих часов, потому что здесь вот что-то такое, знаете, зависло, что-то остановилось. Вот у кого-то, а может быть, эти механические, у кого есть часы, они тоже остановились. Вот отремонтируйте их, пожалуйста. В общем, думаю, вы поняли, да? Отказаться здесь от старого. Оно мешает, оно вот... Казалось бы, да, какое отношение имеют эти предметы? Все, с чем мы взаимодействуем, мы подпитываем это своей энергией. И если долгое время вы чем-то не пользуетесь, то это для существования, оно так или иначе будет забирать вашу энергию. Оно будет питаться вашей энергией. Пускай в небольшой степени, да, но все равно оно будет питаться вашей энергией. И оно, как знаете, как вампиризм какой-то идет. Здесь это предметы, это не люди. Это предметы. Предметы памяти, предметы, которые вам, я не знаю, что-то напоминают, либо как-то вот подаренные. Может быть, это что-то, раритет какой-то, вот что-то связанное со старым. Либо избавьтесь, либо приведите в порядок и пользуйтесь. То есть оно не должно лежать здесь. Мне это ведет что-то такое круглое.
Если это не часы, вот как будто вы знаете что-то, что содержит в себе какие-то шестеренки, либо идет какие-то круглые предметы. Это могут быть медальоны, это могут быть часы, знаете, вот старые, которые вот так вот открывались, раньше на цепочке висели, мужчины носили, да, к ремню привязывалась цепочка, и часы открывались, старые механические. Либо какие-то предметы круглые, я не могу понять. Вот, в общем, думаю, вы меня поняли. Здесь какая, знаете, привязка? На ваше сознание. Здесь надо поставить точку на этом, потому что оно мешает вам как будто бы двинуться дальше. Хорошо, еще что хочет ваше подсознание сказать последнее. Вот, королева кубков, что вот вам не хватает, любви не хватает, чувств не хватает, нежности, ласки, внимания не хватает. Угу. Может быть, для кого-то, тройка педаклей, не хватает вдохновения, да, вдохновения, либо вы не слышите свою интуицию на работе, либо вы очень много работаете, но при этом без души. Вот это вот ваше бессознательное говорит. Обратите на это внимание. Да, это то, что вас опустошает. То есть не делайте то, что не приносит вам удовольствия. Не делайте то, что вас не наполняет, а наоборот опустошает. Помните, я говорила про аркан колесницы? Вот он и выпал. Потому что энергия его была. Нет, это не по этой позиции, это по второй позиции. Там про упрямство, да, было? Да, здесь речь идет о том, что вот как будто бы есть какая-то черная дыра внутри вас, да, которая поедает эту энергию, и из-за этого вы не можете быстрее двигаться. Вот весь расклад говорит о какой-то грузности, о какой-то тяжести. То есть вы, да, вам комфортно в том ритме, в котором вы двигаетесь, но мне кажется, вот если бы вы сбросили этот мешок с картошкой, если бы вы, не знаю, может быть, здесь кто-то набрал за лето лишние килограммы, и вот ощущается какая-то такая тяжесть. Вот вам нужно сбросить лишнее. Здесь нету отечности, здесь просто человек... И из-за того, что много работает, вот у меня на дне король пентаклей краски выпал, есть какие-то излишества в еде, вот, излишества в каких-то... Здесь кто-то ест прям, так знаете, хрумкает этот огурец соленый в рассоле. Не свежий, а вот именно в рассоле. Я прям вот слышу, у меня... в ухе, вы знаете, как когда огурец откусывает, аж прям слюни потекли. Какие-то соления здесь человек, помимо огурцов, что-то кушает, и вот у него может быть много соли, да, удерживает воду, но при этом вам воды как таковой не хватает. В общем, здесь надо какое-то вот облегчение. Ваше бессознательное говорит, вам нужно себя облегчить. Вот как-то свое тело. Либо много работаете, мало отдыхаете. Вот какой-то легкости здесь не хватает. Эмоции, впечатления, но не огня. Да, здесь не надо никуда торопиться. Здесь не надо, там, я не знаю, достигать какие-то цели, ставить. Нет. Здесь просто не хватает, как будто бы, знаете, вот на природу просто сходить. Может быть, у кого-то есть какое-то озеро, либо речка. Вот такое ощущение, что вот поближе к воде здесь хочется пойти. Но не море, ни океан, нет. А вот именно какое-то озеро, колодец, может быть. Нет, не бассейн. Речка, причем маленькая, небольшая. Вот такое ощущение, что вот как будто бы надо сходить куда-то вот на природу, прям, знаете, вот отдохнуть. Мне воды не хватает. Может быть, вы мало воды пьете. Не могу понять. Может быть, сейчас пьете кофе, и поэтому... Либо очень крепкий чай. Крепкий чай, крепкое кофе, это не это самое. Это не чистая вода. Здесь вот как будто бы чистой воды, холодной, родниковой не хватает. Как стихия воды, да?
мало. Может быть, чувств тоже не хватает, вот, состояний каких-то не хватает. И поэтому есть вот эта вот тяжесть. Ну, либо элементарно отдохнуть, поспать. Поспать, такой тоже может быть, да, расслабиться. Если не сон, то просто расслабиться. Может быть, здесь необходимо, знаете, еще кому-то сходить в спа. Сходите в спа-салон. Либо какие-то косметологические, там, я не знаю. Во-первых, у кого-то зубы. У кого-то зубы, а у кого-то здесь колени. Колени, может быть, кто-то ногу подвернул, какие-то сухожилия. Вот что-то такое сухое, сухожилие, причем, да, интересно, здесь такой момент есть. Кости, сухожилия, коленки, локти, лодыжки, зубы. Вот тоже либо проверить, либо есть какая-то проблема. Вот, и сходить на массаж, сходить на... И крема, здесь вот почему-то какие-то такие увлажняющие моменты, да. В том числе не забывайте, девушки, женщины, маски на волосы, маска для волос, маска для волос. Либо какой-то вот уход за волосами увлажняющего. Вот увлажнение здесь нужно. Почему для волос, а не для лица, не знаю. Вот так просто пришло. Но эти огурцы, это вообще... Ой, они прям такие вкусные, не знаю, кто их ест. Вот так вот я в потоке считываю информацию, да, кто-то там... Вот мне прям интересно, напишите, если кто-то действительно ест огурцы. Я просто вот в поле услышала кого-то. Я не люблю соленое вообще, это точно не мое желание. Почему? Потому что я не ем ничего соленого, я и в обед очень мало соли кладу, вот, и тем более соленые огурцы раз в год, и то в каком-нибудь салате, потому что мама сделает, приготовит. А так, в принципе, я не любитель, но здесь вот прям так ощущается здорово. Вот. Это была третья позиция, зеленый камешек. На этом все. Напоминаю о блиц-консультациях на эти выходные. Вопрос у нас будет, куда ваш путь ведет сейчас и какие ресурсы вам необходимы на этом пути. Если вам интересны эти вопросы, в разделе «Сообщество» читаете последний анонс, нажимаете на ссылочку телеграм-канала или пишите мне на почту заявку. Вот, и в выходные я вам запишу блиц на эти вопросы, да, с ответами. На этом все. Прощаюсь с вами. Всем прекрасной недели. Увидимся в понедельник. Это будет уже последняя неделя августа и последняя неделя лета. Вот, всем пока-пока.